Всем привет, друзья! Вы на канале Алекс Моторный. Вот уже несколько дней харьковчане, жители пригорода и области тем более, чувствуют невыносимый едкий запах гари. Стоит смог. Дело в том, что на Харьковщине продолжаются масштабные лесные пожары. Горит сухая трава. Третьи или четвертые сутки пылают леса в Изюмском районе. И огонь пока не удалось обуздать. 1 сентября пожар начался в национальном парке Святые Горы Донецкой области, а 2 сентября огонь добрался до Харьковской, села Студенок в Изюмском районе. Вечером оттуда начали выезжать люди, потому что пламя подошло вплотную к домам. Общая площадь лесного пожара составляет более 5000 гектаров. В помощь местным спасателям прибыли коллеги из Государственной службы чрезвычайных ситуаций Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областей. В Харьковской областной военной администрации сообщили, что начали эвакуацию людей, организовали пункт выдачи теплой пищи для спасателей и местных жителей. К селу Студенок мы еще вернемся чуть позже. Сам же Харьков затянуло смогом еще 31 августа, и в городе устойчиво чувствовался запах гари. Уже тогда горели леса в области. Жители населенных пунктов, где бушевали пожары, активно публиковали фото и видеохронику горения в соцсетях. Так, пожары были зафиксированы недалеко от Кутузовки, Старого Салтова, поселка Высокий, Скрипаи, Черкасские Тишки. В последнем жители поселка умоляли Государственную службу чрезвычайных ситуаций приехать и хоть что-то сделать. Огонь подбирался к домам, и люди сами ведрами носили воду. Но ситуацию тут удалось взять под контроль. 2 сентября очаги возгорания были зафиксированы в Чугуевском районе и возле Покатиловки, также недалеко от Изюма и в Балаклее. Также вы видите сейчас, как выглядят поля после пожаров в Коротиче. А это Изюмский район. Вы видите, что творится. Спасибо телеграм-каналу «Купянский район для своих» за предоставленный видеоматериал. 3 сентября начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил: этот пожар является неординарным. Его опасность в том, что он поверхностный, идет поверх крон лесных насаждений. Куда дует ветер, туда он и идет. За 1 час у нас было охвачено пламенем более 150 домовладений. Поэтому мы должны были экстренно провести эвакуационные мероприятия. Синегубов уточнил, что 200 эвакуированных людей – это практически все население села Студенок. Вот сейчас вы как раз можете видеть, как люди выезжали из села, а вокруг полыхал огонь. При этом пострадали 2 человека – женщина, местная жительница, и сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. А это уже последствия пожаров в Харьковской области. Спасибо людям, организациям, которые предоставили всю необходимую помощь. По словам местных жителей, около 70% домов были разрушены или повреждены пламенем в селе Студенок. Скинь мне. Куда він дує? На нас дує, прям на На нас, блядь, а теж.
Чани загорілися. Горіло пів села вже. Це ужас. Ну тут хату можна ще спасти. Там вже нічого спасати. Вся вулиця згоріла. Ужас. Просто ужас, що робиться. Вся вулиця. Перейшло через дорогу. За інформацією підрозділів ДСНС, пожежа наразі в Оскільській громаді локалізована. Велика кількість будинків фактично знищено, біля 250, фактично це трохи більше половини всього населеного пункту Студінок. Ми знаємо, що ця пожежа, і це встановлення, прийшла до нашої фактично території Харківської області із Донецького напрямку. Ця надзвичайна подія пов'язана із військовими діями. Значить, таким чином люди зможуть отримати компенсацію за своє знищене майно по програмі «Є відновлення», і це дуже важливо. Наразі ми на стадії оформлення всіх необхідних документів та рішень комісії КТЕП та НС нашого регіонального рівня. Продовжуємо відповідно контролювати стан справ. Значить, дуже важливо, що ця пожежа не припинена повністю. Значить, і ризик у нас наразі відповідно зберігається для селища Оскіл. І наразі відповідно дане доручення, щоб актуалізувати всі безпосередньо евакуаційні маршрути, евакуаційні заходи і всі інші. В национальном парке Святые Горы говорят, что такого масштабного пожара здесь никогда не было. В самом нацпарке 110 видов редких растений занесены в Красную книгу. Вот такие дела происходят в Харьковской области. Огонь прошел около 5000 гектаров и уничтожил немалую площадь леса. Ущерб нашей экосистеме нанесен невероятный. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал и до новых встреч.